Всем привет! У меня для вас отличная новость. Если вы чертите рамку для чертежей вот так в рабочем поле, то можете ее удалять. Я сегодня расскажу, как работать с макетами и чертежами в Archicad. Давайте удалим. И перейдем в навигаторе в книгу макетов. Вот так она выглядит. Здесь у нас есть листы, на которых мы размещаем чертежи. Давайте я открою один из листов. И на нем уже размещены чертежи, условные обозначения и штамп для этого чертежа. Как я советую начинать работать? Для начала у меня здесь проект, с которым я уже работал, и листы, созданные специально для него. У вас, если вы еще не работали с макетами, будут стандартные макеты от Archicad. Я советую удалить все. Но не получится удалить сразу все. Придется оставить один лист. Так что давайте я выбираю все листы, а тот, который у меня открыт, я оставлю. Удалю его потом, когда создам новые чертежи. К сожалению, Archicad не позволяет удалить все сразу. Нажимаю крестик и все равно удаляю. Остается один чертеж. Как видите, удалить его невозможно. Есть крестик. Как с этим работать? У нас есть два типа листов. Первый — это белые листы, наши макеты. И второй — это серые листы, это подложки, штампы под эти макеты с какими-то своими настройками. Я расскажу сегодня про все виды и покажу на примере чертежей, розеток и таблицы, как с ними работать. Давайте начнем с создания макета. Как создать макет? Выбираете вот здесь новый макет, щелкаете и можете ввести имя макета. Я назову это план розеток или план электрооборудования. Готово. Теперь я присвою ему формат. Как раз один из вот этих серых макетов. Я выбираю А3, альбомный, F3. Все, и нажимаю создать. У меня создался новый чистый лист. На нем есть уже что-то начерченное голубым цветом. В вашем случае будет красный цвет. Я просто в настройках окружающей среды поменял красный на синий. Можем удалить старый чертеж, который я оставлял, потому что невозможно было удалить. Все, теперь у нас есть только те листы, которые я создал. Как изменять вот эти подписи? Я перехожу на основной макет, который я выбрал для этого чертежа. А3, F3. Перехожу на него. И вот все эти линии, которые я создавал. Например, если я дублирую что-то сюда, например, давайте вот здесь напишу фамилию Рубцов. Вернусь обратно на чертеж, и фамилия появилась здесь. Также можно работать и с автотекстами. Здесь, например, вот стоит автотекст, имя макета. И теперь имя макета само автоматически вбивается на этот лист, то, которое мы вбили сюда. Если я его изменю, например, переименовать макет, не план, а напишу схема электрооборудования. Нажимаю ОК, здесь сразу меняется схема электрооборудования. Это очень удобно. Также я вывел ее вот сюда. Теперь давайте я покажу, как размещать чертежи на макет. Переходим в карту видов и выбираем чертеж, который хотим разместить. Вид. Я буду размещать схему размещения розеток. Просто перетаскиваю его сюда, и он перемещается с какими-то своими параметрами. Чертежа, заголовком и немножечко не попадает в область. Как это поправить? Можно поправить вручную, то есть перетащить его как-то вот так, либо раздвинуть границы рамки. Но есть возможность сделать это побыстрее. Переходим в настройки чертежа и нажимаем рамка по размеру чертежа. Заголовок мне тоже не нужен, я уберу его. Вот здесь, где заголовок, нажимаю нет заголовка. Окей. Все, и теперь могу спокойно разместить этот чертеж. Удобно еще будет разместить к нему условное обозначение. У меня есть автоматическая таблица условных обозначений. Я просто ее перетаскиваю сюда и могу поставить где-нибудь вот здесь. Также мне не нужны заголовки. Я отключу заголовок. Нет заголовка. Все, и чертеж уже готов.
А я напомню, меня зовут Рубцов Владимир, я помогаю дизайнерам разрабатывать рабочую документацию быстрее. Записывайтесь по ссылке в описании ко мне на консультации по разбору вашего шаблона или просто по работе в Archicad. Теперь давайте я создам ведомость электрооборудования. Создаю новый макет и уже выберу не альбомную ориентацию, а книжную A3, K, F3. Нажимаю создать, и у меня создался макет. Я его не назвал, давайте переименую его здесь в меню. Это будет ведомость электрооборудования. Нажимаю ОК, также перехожу в карту видов и перетяну сюда ведомость розеток, которые у меня есть в проекте. Она перетягивается вот такой большой, перемещу ее в угол, и она не помещается на лист. Можно ее масштабировать. Нажимаю Ctrl-K, определить графически, стоит галочка здесь. Хватаюсь за один край и за другой. И примерно вот так вот растяну. Конечно, правильнее было бы это сделать, настраивая размеры столбцов в каталоге. Но так быстрее, я не буду затягивать время. Также давайте я уберу заголовок. Перехожу в настройки чертежа и отключаю заголовок. Ну вот, такая ситуация. Ведомость намного больше, чем лист. Как это поправить? Для начала проверьте точку привязки макета. Если у вас стоит галочка «Использовать собственное начало», снимите ее и поставьте привязку по верхнему левому углу. Теперь хватайтесь за нижнюю точку угловую и выбирайте вот этот вот инструмент «Реструктуризация таблицы». И можете подвинуть его куда вам удобно. Я подвинул до сюда, и таблица автоматически смещается вправо. Как сделать, чтобы она размещалась на нескольких чертежах? Просто переходите в настройки чертежа и в разделе «Рамка» ставите здесь галочку «Разместить чертеж на нескольких макетах». Нажимаю ОК. И теперь здесь становится видно, что здесь несколько макетов. Так, условно Archicad обозначает, что у нас есть продолжение у этой таблицы. Просто так здесь пролистнуть не получится, для этого нужно нажимать вот здесь на стрелочку. И тогда мы видим, что у нас можно переключаться между чертежами. И будут переключаться листы, которые вот здесь находятся одним под другим. Теперь давайте я покажу, как сохранять эти листы в формате PDF. По-правильному это нужно делать через набор издателя, но это тема другого видео, поэтому я покажу быстрый способ. Просто выбирайте в навигаторе листы, которые вам нужно сохранить. Можно через Shift, можно при помощи Ctrl. Выбираю так, нажимаю «Файл», «Сохранить как». Здесь выбирайте путь. И обязательно выбирайте файл PDF. Нажимаете «Параметры документа». И здесь поставьте вариант, выбранный в навигаторе. Те, которые выбрали здесь. Нажимаете ОК. И нажимаем «Сохранить». Они у вас назовутся по названию файла Archicad. Нажимаю «Сохранить», перейду в папку. И вот эти чертежи сразу сохранены в формате PDF. Хочу заметить, что если вы будете делать это из рабочего поля, то у вас такой возможности не будет. Если вы нажмете «Сохранить как», то здесь будет сохраняться не листы, а именно то, что вы выберете в своем рабочем поле. Нам это не нужно. Чтобы сохранять листы, вам нужно переходить, чтобы у вас в рабочем поле появлялся лист. Все, теперь вы знаете, как работать с макетами и чертежами в Archicad. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!